Всем привет, с вами Дэн, и у нас новиночка от Aquatico. Давайте смотреть, давайте открывать эту деревянную коробочку. Что у нас там внутри? Опа! Здесь что в комплекте? Значит, карточка, инструкция на английском языке как минимум. Дальше в запас у нас есть каучуковый ремешочек Tropical, да, тропический. И, конечно же, сами часы. Давайте все открывать, давайте смотреть, знакомиться. И эта модель Aquatica Seastar GMT Full Lume, то есть здесь циферблат полностью покрыт люминофором. Давайте сейчас быстренько все распакуем, а потом продолжим. Итак, значит, красавцев я распаковал, и что нужно сказать? Ну, конечно, вы видите, что это модель GMT, это у нас есть и в названии, второй часовой пояс, как водится, потому что GMT в этом году выпускает все модели абсолютно. Причем эта версия есть и в трехстрелочном варианте, такой собственный дизайн Aquatica, есть несколько разных вариантов расцветки, и мне вот понравился именно вот эта версия, где белый циферблат, который полностью покрыт люминофором. Покажу обязательно, должно смотреться очень даже круто. И знаете, что интересно? Именно в этом варианте белый с черным, вот этот вариант безеля, чем-то так они напоминают недавно, там пару лет назад вышедший Акутрон от Булова, да, Акутрон Астронавт GMT. Хотя у тех другой циферблат, стрелки, браслет, да и корпус там все другое, но вот черно-белый безель почему-то навевает ассоциации. В других расцветках нет, там совершенно это даже в голову не приходит. Значит, модель только что вышла, на сайте она стоит примерно $300, на Алиэкспресс ссылку оставлю в описании к ролику. Можно, да, их купить на Алиэкспресс, потому что Aquatica специально туда пришли для того, чтобы продавать часы покупателям из России. Ну, собственно, платить на Алиэкспресс, сами понимаете, можно рублевыми картами без проблем. Значит, по характеристикам здесь японский механизм Seiko NH34 как раз с GMT, и как раз этот механизм, который вышел и позволил массово всем практически микробрендам выпустить свои версии часов GMT. GMT, собственно, он может вам быть нужен, может быть не нужен. Если вы часто ездите в командировке, у вас будет время домашнее и время того часового пояса, где вы находитесь на данный момент. Ну или если вы часто ездите в отпуск, например, да. Многим не нужно, но здесь сразу могу сказать, что есть да, есть трехстрелочная версия этих часов, а б, ну, собственно, чем вам эта дополнительная стрелка мешает? Есть и есть. 300 метров водозащиты, значит, на циферблате Superluminova BGW9, на стрелках Superluminova BGW9 тоже. Выпуклое, сильно выпуклое, я бы даже сказал, купольное сапфировое стекло с внутренним антибликовым покрытием. Безель 120 кликов. Безель тоже у нас покрыт суперлюминовый. Ну, чтобы прям максимально по красоте было. И браслет и корпус сталь 316L. Каждая версия часов выпущена всего 100 экземпляров. Каждая расцветка циферблата всего таких 100 экземпляров часов. Ну, давайте более детально эти часы рассматривать. Я думаю, что, кстати, наверное, начать все-таки нужно с размеров. Это немаловажно. По безелю у нас 41,1, корпус чуточку пошире будет 42, высота, с учетом того, что стекло высокое, 14. Ну, без стекла попробую вот здесь как-то прислонить 13,5. Значит, браслет 22, от ушка до ушка 49,3. Не самые маленькие часы, обязательно учитывайте этот момент. Учитывайте, так сказать, ваши габариты, но такие, знаете, весомые на запястье. Мне нравится такая приятная тяжесть. Сидят они очень удобно, потому что ушки загибаются сразу вниз. Видите, первое звено здесь такое, да, вот это мама-папа. Удобно именно такая формация. И браслет нигде не топочется, ничего там никуда не вылезает. И на запястье сидит очень даже симпатично. Ну, я бы сказал, что часы, с одной стороны, зимние, потому что белые. Но, с другой стороны, конечно же, это летний вариант. Они крупные, они массивные, 300 метров водозащиты, широкий браслет такой, да. И вот опять же такая большая застежка, мощная. И у этой застежки есть дайверское расширение на 1,5 сантиметра. Так что на лето, на море вот то, что нужно. Вот эта застежка иногда проскальзывает у разных микробрендов. Она мне очень нравится. Она вот сделана, ну вот как надо, да. И особенно удобно вот это, конечно,
нажал здесь и вперед, вот сколько надо себе подстроил, хоть лето, хоть жара, хоть гидрокостюм, если вы вдруг часы носите с гидрокостюмом, да. Хорошо, мощно, брутально, так по-мужски здесь браслет сделан. И, ну, раз характеристики у нас тут то да сё, давайте сразу и проверим сапфирчик. Сапфирчик выбивает максимум. Так, кстати, вот что хотел еще проверить. Сейчас посмотрим. Ну, во-первых, посмотрим давайте по весу на полном браслете, потому что здесь, я думаю, должно весить прям солидно. 205 грамм, 205 грамм. Кто боится тяжести и, в общем, ну, вам не подойдет. Берите что поменьше. А так, мне кажется, вот если любите приятную тяжесть, что называется, на запястье, то эта модель вам должна неплохо подойти. Мне, в принципе, такое обычно заходит. Но нужно, опять же, понимать, что если вы целый день с ними ходите, может быть, будет и тяжеловато. Так, а что у нас тут по безелю, да? А безель у нас, видимо, минеральное стекло сверху, потому что точно здесь не сапфир, да? Безель покрыт у нас стеклом. Так, но за счет того, что достаточно высокое вот это сапфировое стекло, в принципе, на безеле, я думаю, особо какой-то экстрима здесь приходиться и не будет. Значит, заводная головка завинчивается. Дата есть между отметкой 4 и 5. В кружочке белая подложка, ну, более-менее ладно, хотя я бы предпочел эту модель без даты. Ну и, собственно, что у нас получается, да, у нас есть вот это вот с красным наконечником стрелочка дополнительная, как раз отвечает за второй часовой пояс. Выдвигаем заводную головку в первое положение, и у нас дата перещелкивает, да, а в обратную сторону мы по часовой стрелке, и у нас как раз эта стрелочка отвечает за второй часовой пояс. Какой нужно, тот настроили. И пользуйтесь, например, в командировочке. Особенно, когда там вот это вот полярный день, ночь там, ну и все такое. Когда хрен пойми вообще сколько времени, где ты, в каком ты часовом поясе. Да? Ну это я так шучу. По безелю, да, он односторонний, да, 120 кликов, очень удобный хват, он здесь абсолютно такой, нигде не режет, не цепляет, классно сделана вот эта вот монеточка, да. Неплохо, неплохо. Безель хорош, безель сделан классно. Ну и вот такая вот, опять же, как бы день-ночь, да, черный-белый. Мне нравится сочетание черный с белым красиво, белый циферблат, такие часы. А если бы здесь было все в белом, наверное, было бы слишком вот как-то невыразительно. А вот это черный, он такой задает немножечко так вот тона, да. Круто, круто. Читаемость неплохая здесь, стрелки разной длины, стрелки хорошие, крупные метки. Метки такого же дизайна, как и стрелки, накладные, покрыты они люмом, так что здесь, ну, прикольно будет. С учетом того, что люмом покрыто все, и безель, и стрелки, и метки, и сам циферблат, это светит, ну, прям как фонарик, и удобно, знаете, и весело, и ярко, и сочно. Ну, классно сделали. Иногда такие часы прям хочется, да, чтобы это прям ого-го, как они светят в темноте, это здорово. Кстати, хотите сделать их чуть более такими строгими и выразительными, пожалуйста, ставим ремешочек, и уже такой прям серьезно, да, серьезно. Больше черного. Системы быстрой замены на браслете нет, а жаль, хотелось бы, чтобы было быстро переключить ремешочек. Так, ну, что касается корпуса, да, то здесь сатинирование полностью, весь корпус такой достаточно мощный, но опять же мы с вами говорим про водозащиту в 300 метров. Задняя крышка здесь у нас, что там, одно из полушарий. Основные характеристики, ну и, собственно, то, что это лимитка и номер по этой модели. Браслет типа Oyster с центральными такими симпатичными звеньями полированными, причем это разные части, то есть он из 5 частей состоит, этот браслет. Центральная часть вот такой вот зеркальной полировкой, и выглядит, конечно, это круто. Это единственное, что полированное есть в этих часах, кроме вот такого ободка здесь по заводной головке. Ну, здорово, браслет неплох, браслет, смотрите, какой хороший, гибкий, по геометрии здесь все приятно, прилично, на винтах. Нижняя часть и верхняя часть такие они резкие, рубленые, но я бы не сказал, что он где-то прям такой острый с нижней части. Ну, про застежку мы с вами уже говорили. Давайте смотреть макро. Итак, у нас здесь стрелки сатинированные, матовый цифер.
Докладные метки. Безель. Заводная головка с лого. Ну и приятный достаточно такой браслет. Ну, что скажу по итогам. Мне, в принципе, и трехстрелочник нравился этой модели Sistar. Он такой хороший, выверенный, достаточно крупный. Может быть, таких часов сейчас даже не хватает уже на рынке. Вот в этой версии бело-черный мне он нравится даже еще больше. Тем более сейчас такая зима, мороз, да, снег. И прям классно эта версия. По характеристикам, по качеству исполнения, по дизайну у меня каких-то здесь вопросов нет. Плюс цена очень даже адекватная. Поэтому, если вам нравятся такого плана часы, смотрели что-то такое мощное, достаточно брутальное, но не оверсайз, и вот с полностью покрытым люминофором циферблатом, то эта версия, она вполне заслуживает вашего внимания. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.